Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада очень видеть вас на своем канале. Сегодня я подготовила для вас небольшой мастер-класс по вязанию такого квадратика. Он достаточно простой, но в то же время у него есть интересный узорчик. Схему квадрата вы найдете по ссылке под видео. Я из этих квадратов буду вязать детский плед. То есть сначала я вяжу квадраты, потом уже собираю и обвязываю плед. Можно связать все, что угодно: сумку, кардиган, джемпер, все, что вы хотите, платье, например. Вяжу я из пряжи Газал Baby Cotton. Параметры пряжи вы сейчас видите. И давайте приступим. Делаю кольцо. Вяжу я крючком номер 3. Провязываю 4 воздушные петли. Делаю накид и в это кольцо провязываю 3 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли и опять повторяю 3 столбика с одним накидом. Теперь опять 2 воздушные петли и 3 столбика в кольцо. И последний раз 2 воздушные петли и теперь уже 2 столбика в кольцо. За вот этот кончик я затягиваю. Теперь нахожу первые петельки, во вторую я вставляю крючок, захватываю пряжу и провязываю соединительную петлю. Посмотрите, у меня получился маленький квадратик. По его сторонам по 3 столбика с одним накидом, между ними по 2 воздушные петли. Следующий ряд, в следующую воздушную петлю я провязываю соединительную петлю, чтобы сместить начало ряда. Делаю 4 воздушные петли, накид, и вот сюда под воздушную петельку в уголок я провяжу 2 столбика с одним накидом каждый. Дальше вот в эти 3 столбика я провяжу по одному столбику с накидом. Теперь угол, и мне нужно сделать прибавку. Под воздушные петли я провяжу 2 столбика с одним накидом каждый, 2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика. Дальше я повторяю вот от этого места, то есть я провяжу 3 столбика с одним накидом, затем в угол провяжу точно так же, как и здесь, 4 столбика с одним накидом каждый под воздушные петли. И вот здесь 2 воздушные петельки посерединке. Так я довяжу до вот этого места. Я обвязала все стороны квадрата и после угла провязала 3 столбика. Вот они. Теперь смотрите, в первом углу в начале ряда мне, получается, не хватает одного столбика с накидом. Я делаю накид и вот сюда под соединительную петельку предыдущего ряда я провязываю еще 1 столбик. Дальше нахожу вторую петельку воздушную, которые были у меня в начале ряда. В нее я вставляю крючок и провязываю соединительную петлю. То есть обязательно следите за тем, чтобы по каждой стороне у вас было одинаковое количество столбиков, по углам одинаковое количество воздушных петель. Для начала следующего ряда провязываю полустолбик в следующую воздушную петельку. Таким образом в каждом ряду я буду смещать начало ряда, для того чтобы у меня не было шва. Опять повторяю 4 воздушные петли. В начале каждого ряда я их провязываю. Делаю накид и под воздушную петельку провязываю 2 столбика с одним накидом каждый. Дальше я буду начинать вывязывать узор. Следующие 3 столбика предыдущего ряда провяжу по одному столбику с накидом.
воздушная петля, накид, пропускаю один столбик и в следующий после него вставляю крючок, провязываю. Дальше 3 столбика с одним накидом каждый. Далее под воздушные петли провязываю прибавку, которую я провязываю в каждом углу квадрата каждого ряда. И по этой стороне я уже повторяю то же самое, что по этой. То есть вот эти столбики с воздушной петелькой повторю здесь, здесь и здесь. Я довязала до конца ряда, и как и в предыдущем ряду, вот здесь под соединительный столбик предыдущего ряда провяжу столбик с одним накидом. Во вторую петельку в начале ряда, которая была, провязываю соединительную петлю. И в следующую воздушную петельку также. Третий ряд у меня готов. Четвертый ряд. Повторяю все то же самое, что было в начале предыдущих рядов. Следующие 3 столбика провяжу по одному столбику с накидом. До воздушной петли у меня осталось недовязано 2 столбика. Вот они. Я делаю 3 воздушные петли, пропускаю эти столбики, под воздушную петельку провязываю столбик без накида. Еще раз 3 воздушные петли, накид, пропускаю 2 столбика и начиная с третьего провяжу 3 столбика с одним накидом каждый. Далее, как в предыдущих рядах, я провязываю прибавку по углу. И по этой стороне я повторяю все то же самое, что по этой. То есть повторю здесь, затем провяжу прибавку, затем повторю здесь прибавку по углу и повторю по этой стороне. И провяжу здесь недостающий один столбик. Обязательно считайте количество столбиков и воздушных петелек. Я закончила 4-й ряд. Посмотрите, у меня уже появляется узор. Следующий 5-й ряд начинаю точно так же, как и предыдущие ряды. Дальше я провяжу 7 столбиков с одним накидом по одному. 2 столбика я провязала в 2 воздушных петельки. Делаю одну воздушную петлю, накид. Вот здесь у меня 3 столбика, один я пропускаю, начиная со второго, провязываю столбик с накидом и еще один. То есть с этой стороны в 2 воздушные петельки я тоже провязала 2 столбика. Дальше провязываю 5 столбиков с одним накидом, довязала до угла, прибавку по углу провязываю. И вот этот вот узор, количество столбиков, воздушная петелька, я повторяю по оставшимся 3 сторонам и довязываю ряд до конца. Я связала 5 рядов, мне остался последний ряд. Он самый простой, он вяжется просто из столбиков с одним накидом, вот как вы видите, и прибавки по углам. То есть все 4 стороны это просто столбики с одним накидом. То есть я делаю 4 воздушные петельки, под воздушную петлю провязываю 2 столбика. И дальше в каждый столбик предыдущего ряда и под воздушную петлю до следующего угла я провяжу по одному столбику с накидом. Затем сделаю прибавку, обвяжу следующую сторону и так до конца. Я довязала квадратик, его размер получился 11 на 11 сантиметров. Из одного мотка этой пряжи у меня получается ровно 7 таких квадратов. Если вы берете другую пряжу, соответственно, у вас может быть другой размер квадрата и другое количество их связанных из одного мотка. Я надеюсь, что этот мастер-класс для вас был полезен и вы найдете применение для
таких квадратиков. Как я уже говорила, я буду из них собирать детский плед. Я надеюсь, что мы еще с вами увидимся в следующих моих мастер-классах. Оценивайте это видео и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!